как наше тело реагирует на нахождение нас в абьюзивных отношениях. Часто бывает так, что человек не понимает, что он находится в отношениях с абьюзером, он вроде бы как старается терпеть, делать вид, что все хорошо, но наше тело начинает нам подсказывать, что не все благополучно, что ты находишься в отношениях, которые тебя разрушают. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы будем говорить, какие реакции нашего тела, какие сигналы болезненные, которые наше тело подает, говорит о том, что мы находимся в абьюзивных отношениях. Если эта тема вам интересна, поставьте лайк, можете поделиться этим видео в своих соцсетях, чтобы другие люди его увидели. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, и мы начинаем. Реакции нашего тела, которые говорят нам о том, что мы находимся в абьюзивных отношениях, особенно важны в тех ситуациях, когда, скажем, женщина не признается себе в том, что она находится в ситуации абьюза. Когда так бывает? Первая ситуация — это такой, так сказать, авто-victim blaming. Это когда женщина сама себя винит за то, что что-то нехорошо в отношениях. Ей кажется, что, скажем, вот это вот недовольство абьюзера, какой-то постоянный его выход на какие-то на грубости, какое-то его слетание с катушек, это ее вообще ответственность, ее вина, что я его так довожу до того, что он так себя ведет. Это не он виноват, то, что он, скажем, кричит на меня и как-то оскорбляет меня, а я как-то вот так себя веду, что я его как будто бы провоцирую, понимаете? Такое, к сожалению, в нашем обществе достаточно часто. Вторая распространенная ситуация — это когда мужчина ухаживает за женщиной, а женщина как бы размышляет, нужен он мне или не нужен, то мужчина ведет себя одним образом, а когда вот они решили жить вместе, они решили, что они в отношениях, мужчина начинает вести себя немножко по-другому, а женщина к этому времени уже себе придумала такой вот сценарий радужный, где у них будет все хорошо, она уже надеется на то, что вот эти отношения должны привести ее к ее каким-то там таким мечтам, как семья, дети, не знаю, какой-то дом, вот что-то вот она себе нарисовала. Мужчина начинает себя так вести, и она старается как будто бы не замечать это, считает, что это временно, как-то он перетопчется, может он успокоится, может я его изменю. Часто женщины стараются как-то спасать мужчин, стараться их вот изменить. То есть из этого женщина также может не замечать, что она находится в абьюзивных отношениях. Так вот, что же происходит в такой ситуации, когда ты живешь в обстановке постоянного абьюза, который ты не замечаешь, вытесняешь, и ты как будто бы стараешься не обращать на это внимания. Ты живешь в состоянии стресса, а наш организм не может не замечать стресса. Наш организм вырабатывает гормон стресса, то есть адреналин, норадреналин, и, соответственно, наше тело, в частности вегетатика, начинает реагировать на нахождение тебя в этом абьюзе как на постоянный стресс, потому что организм находится в ситуации, когда есть угроза твоему благополучию, угроза твоей, по сути, безопасности, угроза твоему эмоциональному спокойствию и эмоциональной безопасности. Как же это проявляется? Сердечно-сосудистая система. Ты начинаешь замечать, что у тебя возникают какие-то перебои в сердце. То есть в норме мы не чувствуем, как наше сердце бьется, потому что здоровый человек, он не замечает, как сердце бьется. Тут ты прям иногда чувствуешь, иногда начинает оно колотиться, или как-то неровно бьется, или вот бывает так, что какой-то вроде как удар в груди, а потом вроде как сердце замерло. Бывает, что оно, конечно, на самом деле бьется, но тебе кажется, что вот сердце остановилось. То есть вот эти все проявления, они начинают обращать твое внимание на область сердца, при этом на фоне здоровья, на фоне, в общем, молодого возраста. И ты начинаешь, конечно, очень сильно так вот отвлекаться от всей ситуации, в которой ты находишься, потому что что-то не так с моим сердцем. Сердце — жизненно важный орган. То есть, возможно, я могу умереть или что со мной происходит. Соответственно, постоянный этот адреналин, который пребывает у тебя в крови, он реагирует и на сосуды. То есть потливость, озноб, жар. Это может проявляться, в принципе, в постоянно такой вот субфибрильной температуре. То есть температура, которая незначительно повышена, там где-то вот чуть выше 37, такое состояние называется термоневроз. То есть ты постоянно находишься в таком как бы подобранном состоянии, в готовности к чему-то. Твой организм, он предполагает, что вот-вот должно произойти, так сказать, какое-то финальное сражение, которого так и не происходит. С точки зрения твоего организма, рано или поздно тебе придется выяснить отношения с абьюзером, тебе нужно будет от него отбиться, тебе нужно будет выставить правильный такой статус-кво в ваших отношениях, но пока этого не происходит, ты этого не осознаешь, и вот твой организм, он находится в постоянной готовности. Бывает такая ситуация, что возникают головокружения при резкой перемене положения тела. То есть резко встала, и голова закружилась. То есть сосуды не успевают отрабатывать, потому что сердечно-сосудистая система истощена вот этой мобилизацией постоянным присутствием адреналина. Желудочно-кишечный тракт, то есть, собственно, желудок, кишечник, тошнота, иногда рвота, диарея, позывы сходить в туалет. Не всегда ты вот доходишь до туалета, вроде как ничего не нужно, но в туалет как-то вот тебя погнало оно. Опять же, когда у человека повышенный уровень адреналина, гормон стресса предполагает, что, собственно, человек в стрессе
должен освободить кишечник для того, чтобы больше крови пошло к мышцам, потому что мышцы связаны с каким-то действием во время стресса. То есть нужно догнать кого-то или убежать от кого-то. То есть кишечник, он как бы не в приоритете. Поэтому со временем ты можешь заметить, что ты сбросила в весе, причем так очень не как вот когда люди худеют, а просто как-то вот так как болезненно похудела. Иногда бывает обратная ситуация, когда женщина начинает на фоне постоянного стресса, такого незаметного, немого как бы стресса, набирать за счет того, что много вот этой стресс-фуд, джанк-фуд, это еда, которую мы едим для того, чтобы заполнить эту пустоту внутри тревожную, и она, естественно, как правило, не полезное питание, то есть это какое-то вечернее питание какими-то углеводами, какое-то сладенького там наела, я, так сказать, запасаюсь на будущую какую-то решительную схватку. Что касается неврологии, поскольку постоянно ты находишься вот в повышенном тонусе, у тебя постоянно адреналин, то, соответственно, у тебя проблемы со сном. Ты не высыпаешься в целом, ты постоянно ходишь раздраженная, потому что не высыпаешься. Собственно, заснуть сложно, иногда бывает, что заснуть легко, но тогда пробуждение посреди ночи. Если пробуждение посреди ночи, то часто кошмарные сны, потому что вот ты пробуждаешься, а сновидение было тревожным, и когда мы резко внезапно пробуждаемся, мы помним сновидение. Соответственно, получается, что сон неполноценный, ты чувствуешь, что это накапливается, и хотя вроде бы, может быть, ты по факту спишь столько, сколько нужно часов, но это неполноценный сон, некачественный. В результате у тебя возникают все эти вот вторичные вещи, связанные с истощением, может быть астенический синдром, это такая слабость общая, когда тебе падает работоспособность, тебе сложно что-то делать, ты не можешь там, не знаю, сконцентрировать свое внимание, у тебя возникает неврастения. Это слабость нервных процессов. То есть ситуация, когда возникает раздражительность, то есть ты раздражаешься на любой какой-то стимул, сложно удерживать внимание, поскольку сложно удерживать внимание, как следствие тебе сложно запоминать, потому что тебе сложно сфокусироваться, потом ты понимаешь, что тебе что-то сказали, а ты не помнишь, что тебе сказали, тебе уже кажется, что у тебя и память как будто бы страдает. То есть такой уже, знаете, как аутогаслайтинг. То есть когда оно начинает все сыпаться, то потом начинаешь на себя вот как-то смотреть и понимаешь, что-то у меня как-то с сердцем не очень, с памятью не очень, еще с чем-то не очень. Я какой-то глубоко больной человек. А когда ты начинаешь так себя оценивать, естественно, привет депрессия. То есть если ты находишься в ситуации, когда ты оцениваешь себя как не окей по всем, так сказать, фронтам, то есть все твое тело, оно какое-то вот все поломалось, все, в общем, говорит о том, что что-то здесь происходит, какая-то нездоровая ситуация. Естественно, ты это оцениваешь как, наверное, старость, или, я не знаю, или я умираю, или просто вот болезнь, я теперь ничего не могу, я никому не нужна, и вот мне нужна какая-то помощь со стороны, я не знаю, куда обратиться за помощью. Также может возникнуть проблема с кожей, то есть кожа становится нездоровой, появляются прыщи, высыпания. Тут важный такой момент, что в эмбриональном периоде кожа и нервная система закладываются вместе, так и называется нейродерма. И на самом деле вообще-то кожа это самый большой орган чувств, самый большой рецептор. То есть в коже находится очень много нервных рецепторов, поэтому кожа и нервная система, они связаны. И часто бывает так, что какая-то ситуация неблагополучная с точки зрения такого нервно-психического фона, она проявляется неблагополучием со стороны кожи. Головная боль может возникать. Эта головная боль связана с тем, что возникает напряжение жевательной мускулатуры. Жевательная мускулатура это наиболее мощная мускулатура в человеческом организме, вообще в организме млекопитающего. И когда мы не можем отстоять свои границы, мы как будто бы готовимся к тому, чтобы у кого-то кусать, у кого-то забирать, самым примитивным способом, который доступен в общем млекопитающим, свое. Но поскольку разрешение конфликта не происходит, поскольку абьюз он как бы немой, ты не замечаешь, что ты находишься в абьюзе, то ты постоянно находишься в такой вот в напряжении жевательной мускулатуры, соответственно верхние волокна жевательной мускулатуры, они крепятся к черепу, и получается у тебя голова раскалывается, потому что ты постоянно находишься вот в таком в тонусе, в подготовке к никак не совершающемуся какому-то генеральному сражению с твоим, так сказать, абьюзером. В такой ситуации все еще не понимая, что причина на самом деле в отношениях, в этих вот абьюзивных отношениях с человеком, с которым тебя по сути разрушает этими отношениями, как правило, женщина идет куда-то к врачу с жалобами на конкретные какие-то симптомы. Там головная боль, я не знаю, там диарея, там похудание, что угодно, сердце. Вот. Врачи не находят никакой патологии, то есть врачи общего профиля. Почему? Потому что, как правило, это молодой здоровый организм, у женщины нет никаких заболеваний, все эти проявления являются функциональными. То есть повышается уровень адреналина, у тебя начинает колотиться сердце, но у тебя не больное сердце, у тебя нет проблемы с проводимостью, собственно, проводящей системы сердца. У тебя проблемы с пищеварением, но у тебя здоровый желудочно-кишечный тракт, у тебя
нету никаких заболеваний. Соответственно, что происходит в такой ситуации с женщиной? Женщина идет к врачу, ожидая, ну, во-первых, что она получит какой-то диагноз, она ожидает получить сочувствие от врача и помощь. А в результате она ничего не получает, потому что ей говорят: вы знаете, вы здоровы. И, соответственно, женщина начинает это воспринимать так, что вроде как я симулянт, вроде как я вообще как бы дурака валяю. Хотя я очень сильно не валяю дурака, и субъективно я-то понимаю, что, ну, со мной что-то очень нехорошее. Женщина идет в аптеку, покупает какие-то себе препараты, такие симптоматические, то есть от головной боли там обезболивающие, от, не знаю, от диареи какой-то там закрепляющие, ну и так далее. То есть препараты, которые воздействуют на сигнал, но не устраняют причину. В данном случае причиной является стресс, а причиной стресса является межличностные отношения с человеком, который тебя разрушает. Что же в такой ситуации делать? Ну, здесь есть два варианта. Первое, это если вы усматриваете связь реакции вашего тела с абьюзивными отношениями. В такой случае нужно, так сказать, устранять причину, нужно устранять абьюз из ваших отношений, либо если этот человек, ну, как бы вас не слышит и невозможно с ним договариваться, значит, нужно устранять тогда абьюзера из этих отношений. Но бывает так, что вот вроде бы как и реакции тела есть, и отношения вроде бы, ну, вот есть, и можно как бы к ним придраться, ну, по сути, к любым отношениям можно придраться, но я вот не вижу, что в этих отношениях есть какие-то элементы абьюза. Вроде бы этот мужчина не так ко мне относится, чтобы вот все это со мной происходило. В таком случае вам нужно, пока вы продолжаете наблюдать за вашими отношениями, возможно, можете где-то проконсультироваться с кем-то, чтобы понять со стороны, чтобы кто-то оценил, это отношения абьюзивные или не абьюзивные, вам нужно пока первым делом уделить больше внимания себе, потому что, по сути, ваше тело, оно обращает ваше внимание через вот эти симптомы на вас. То есть, как правило, когда женщина находится в отношениях с абьюзером, она много внимания уделяет, собственно, абьюзеру. Почему он недоволен, почему он так себя ведет, ожидание его какой-то вот такой негативной реакции, ожидание какого-то его разрушительного поведения. Постоянно ты смотришь на другого человека, это как в дозоре постоянно. И женщина утрачивает себя, а когда у нее начинают, там, не знаю, прыщи, там, тошнота, ну что-то в теле в твоем происходит, ты уже просто вынужден перевести внимание на себя. Так вот, вам нужно начать обращать внимание на себя не только тогда, когда тело болеет, а и тогда, когда, скажем, вы телу делаете что-то приятное. То есть поехать куда-то на отдых. Возможно, нужно отдохнуть немножко от того человека, который, возможно, абьюзер. Возможно, вам нужно больше как-то исследовать свои потребности, исследовать за своими потребностями, удовлетворять свои потребности. Как бы понимать, что в вашем мире такого есть, чего, ну, вот, должно быть, но не происходит. Скажем, вы когда-то отказались от какого-то своего хобби, отказались там, не знаю, от танцев, пения, спорта, еще чего-то, по каким-то причинам. И вот сейчас тот момент, когда вам тело уже просто, я не знаю, как бы вас заставляет обратить на это внимание, вам нужно начать любить себя через какую-то активность, через удовлетворение собственных желаний, собственных потребностей. Соответственно, свои потребности также нужно исследовать, потому что мы не всегда знаем вообще, чего мы на самом деле хотим. Я очень вас попрошу, чтобы те из вас, кто имел опыт абьюзивных отношений, с которых вы вышли, напишите, пожалуйста, как в лучшую сторону изменилось ваше физическое состояние после того, как вы вышли из отношений с нарциссом, там, с психопатом, ну, в принципе, с каким-то человеком, отношения с которым вас разрушали. Это будет очень важно для тех людей, которые смотрят это видео и еще не вышли из таких отношений, чтобы они понимали, насколько это вообще взаимосвязано. Как улучшается не только психическое, но и физическое состояние человека, который выходит из разрушительных отношений. Я очень буду благодарен вам за вот конкретные примеры, которые вы приведете из своего опыта. Это вот очень важно. Если эта тема вам интересна, и видео понравилось, ставьте лайк, можете этим видео поделиться в своих соцсетях, подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг еще не подписались, нажимайте на колокольчики, чтобы получать уведомления о премьерах и эфирах. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.